Привет всем! Недавно фотография Тэхёна и Чингука, держащихся за руки, стала чем-то особенным, она имела глубокий смысл и навсегда останется в памяти как один из самых драгоценных моментов, которые они разделили. Глядя на это фото, мы вспоминаем множество других моментов, когда они шли вместе, держась за руки. Нам эта сцена может показаться обычной, но для них это было привилегией. Тэхён и Чингук всегда старались держаться за руки и, казалось, никогда не хотели отпускать друг друга, это ясно демонстрировало их близость. Идя рядом, держась за руки, они шли своим путем, словно им было суждено быть вместе. Они создали самую прекрасную любовь, которую мы когда-либо видели, любовь, которая выросла из единения, искренности и смелости преодолевать трудности. Рука об руку они встречали каждую проблему и преодолевали все невзгоды, все это сделало их любовь и отношения крепче. Ничто и никто не мог разорвать связь между ними. Их любовь казалась даром небес, Тэхён и Чингук были самой любовью, проявляя ее в каждом своем маленьком жесте. Если вспомнить их первые совместные моменты, то можно увидеть, как их руки всегда тянулись друг к другу, их глаза сияли особой любовью, когда они были вместе. Тэкук не только держались за руки, но и переплетали пальцы, жест, глубоко интимный и отражающий глубокую близость. Переплетение пальцев – это распространенный жест влюбленных пар, явный знак привязанности между двумя людьми, которые действительно заботятся друг о друге. Этот жест говорит все без слов, то, как Тэкук держались за руки, было настолько сильным, словно они никогда не хотели отпускать друг друга. Чингук и Тэхён подарили нам так много прекрасных и искренних моментов, интимных моментов, которые естественным образом исходили из их сердец. Им не нужно было думать об этом, это просто произошло. Момент, когда Чингук протянул руку к Тэхёну на сцене, был поистине особенным, их пальцы переплелись красиво и естественно. Их руки переплелись, словно им было суждено быть вместе, простой жест, показывающий глубину их связи. Им не нужно было ничего говорить, чтобы мы поняли, их руки передали все, что не могли передать слова. Каждый раз, когда мы видим, как Тэкук держится за руки, мы становимся свидетелями части их истории, их руки рассказывают историю любви, которая крепнет с течением времени. Эти отношения не возникли в одночасье, их любовь строилась день за днем. С каждым прикосновением и каждым объятием она становилась сильнее, и нам посчастливилось стать свидетелями чего-то настолько особенного. Тэкук показывает нам, что настоящая любовь часто выражается через простые, но значимые жесты. Когда Чингук рядом с Тэхёном, выражение его лица полностью меняется, довольная улыбка, которая появляется только тогда, когда Тэхён рядом, словно говорит «он мой». Это не просто обычная улыбка, это улыбка, полная любви, удовлетворения и гордости. Тэхён кажется особым ключом, который есть только у Чингука, чем-то эксклюзивным для их отношений, к чему никто другой не имеет доступа. За эти годы эта связь осталась крепкой, демонстрируя, что для Чингука и Тэхёна друг друга остаются самыми важными и ценными людьми, независимо от того, что говорят другие. Поездка на Гавайи – свидетельство того, насколько особенны их отношения. Чингук проделал 10-часовый путь, чтобы быть с Тэхёном, который искренне выразил свою тоску по нему. Тэхён позаботился о том, чтобы все было идеально во время поездки. На фотографиях запечатлены два человека, полностью погруженные в свой мир, без какой-либо дистанции между ними, и любовь излучается с каждого взгляда. Интересно, что Чимин поделился этими моментами в своем аккаунте в Instagram, позволив всем увидеть естественную близость между ними. Фотографии не нуждаются в особых объяснениях, это ясно из того, как Чингук и Тэхён общаются друг с другом. Есть один особенный интимный момент, который идеально отражает их доверие. Тэхён целует Чингука, и Чингук закрывает глаза, полностью отдаваясь моменту. Это не показной жест, это спонтанный жест, который показывает, насколько комфортно им друг с другом и насколько глубокие их чувства. Когда Джей Хоук поделился фотографией, где они держатся за руки, их переплетенные пальцы снова подчеркнули их неоспоримую близость, они могли бы позировать как угодно, но выбрали именно такой вариант. На лице Чингука снова появилась довольная улыбка, как будто он гордился тем, что Тэхён без колебаний держал его за руку.
Их совместные прямые эфиры также показали, насколько они синхронны. Это обычно наблюдается только у пар, которые делят повседневную жизнь. Эти мелкие детали могут показаться незначительными, но на самом деле они раскрывают глубину их связи. То, что связывает Чингука и Тэхёна, явно больше, чем просто дружба. Это особая связь, построенная годами на искренних жестах, настоящих моментах и невысказанном понимании. Они снова и снова доказывали, что самое важное – это их чувства друг к другу, а не мнение окружающих. В мире, который часто требует объяснений и оправданий, то, что связывает Чингука и Тэхёна, служит напоминанием о том, что подлинные чувства не требуют лишних слов, их любовь нужно лишь демонстрировать честностью, присутствием и смелостью оставаться верными друг другу. На каждом этапе своей жизни Тэхён и Чингук продолжают показывать, что эта связь не хрупка, наоборот, она укрепляется временем. Каждое изменение, которое они переживают как по отдельности, так и в составе группы, никогда не разрушает их близость, а наоборот углубляет ее. Даже когда внешний мир быстро меняется, они все еще находят утешение друг в друге, словно их присутствие – это якорь, который держит их вместе. В условиях напряженного графика, давления индустрии и неустанного внимания они всегда возвращаются к одним и тем же маленьким привычкам, смотрят друг другу в глаза, держатся за руки и убеждаются, что с другим все в порядке. Существует язык, понятный только им двоим, язык, который не требует слов, объяснений. Легкое прикосновение к руке, короткое объятие за кулисами или долгий взгляд – этого достаточно, чтобы передать чувство, которое словами не передать. Доверие между ними кажется таким естественным, оно не натянутое и не искусственно созданное для публичного показа. То, как они отдаются друг другу в мелочах, показывает, что это чувство безопасности реально, они знают, что в присутствии друг друга им не нужно притворяться кем-то другим. Всякий раз, когда Тэхён находится рядом с Чингуком, между ними возникает естественное спокойствие, словно шумный мир внезапно затихает. Чингук тоже становится мягче, открытее и честнее в своих чувствах. Их отношения не зависят от интенсивности важных моментов, вместо этого их сила заключается в повторяющихся действиях. Именно в этих простых привычках растет их любовь, она постоянна, стабильна и непоколебима с течением времени. Многие могут пытаться интерпретировать эти отношения со стороны, но только Тэхён и Чингук по-настоящему знают, каково это внутри. То, что видно на камеру, лишь небольшой фрагмент, остальное – это частный мир, который они сознательно оберегают. Что делает эту связь такой крепкой, так это то, что они никогда не используют ее для доказательства чего-либо, они просто живут ею. Никаких громких заявлений, никаких преувеличенных утверждений, только повторяющиеся искренние действия. В каждом их совместном путешествии ясно видно, как они подстраиваются под темп друг друга, никто не двигался слишком быстро или слишком далеко отставал. Они двигались бок о бок, синхронно, словно привыкли читать ритмы друг друга. Время научило их любить зрело, не только эмоционально, но и с терпением и пониманием. Они росли вместе, учась на ошибках, радуясь успехам и поддерживая друг друга, когда что-то шло не по плану. В их отношениях была глубина эмоций, которую невозможно было подделать, и это сияло в том, как они относились друг к другу. Эта искренность не нуждалась в доказательствах, она казалась настоящей благодаря своей неизменности. Когда они смеялись вместе, смех звучал легче, когда они молчали, тишина казалась комфортной. Не было неловкости, только единство, которое строилось со временем и бережно взращивалось. Многие отношения меняются со временем, но Тэхёна и Чингука отличало то, как они адаптировались, не теряя своей сути. Они не пытались стать другими версиями самих себя, они просто становились более честными друг с другом. Каждый прошедший год добавляет новый слой к их истории, не для того, чтобы усложнить ее, а чтобы обогатить. Пережитый ими опыт стал все более прочным фундаментом, сделав эту связь непоколебимой. Что делает их историю такой трогательной, так это ее простота, нет никакой надуманной драмы, нет необходимости кого-либо убеждать. Эти отношения процветают благодаря мелочам, которые они делают снова и снова, от рукопожатия до короткого, многозначительного взгляда.
С каждым шагом, который они делают вместе, Тэхён и Чингук, кажется, подтверждают одно: единство — это не то, как часто мир видит тебя, а то, кто остается, когда свет софитов угасает. Они выбирают друг друга молча, и именно в этом заключается сила этих отношений.